Происхождение киммерийцев. Первые жители Крыма. Это один из народов, о котором неизвестно практически ничего, кроме нескольких строк греческих поэм, скудных находок археологов и кабинетных гипотез. Почти вся информация реструктурирована уже в наше время, для понимания, кем вообще мог быть этот народ, что занимал просторы Крыма, Украины, Кубани задолго до прихода туда скифов и тем более славян. Память о киммерийцах сохранилась в поэме Илиада Гомера, как дивные доители кобылиц, млекоеды, бедняки, справедливейшие люди, древние источники утверждают, что воины страны Гемир метко стреляли из лука, они были первыми, кто начал воевать верхом на лошади и носить штаны, удобные для верховой езды. Киммерийцы генетически сближаются с населением карасукской культуры Южной Сибири. Это кажется странным, но юг Сибири, север Казахстана были зоной зарождения индоевропейцев, которым киммерийцы скорее всего принадлежали. И только позднее они, а затем и скифы двинулись на запад. След влияния южносибирской карасукской культуры на территории Причерноморья и Северного Кавказа в основном связывают с кинжалами и предметами киммерийского типа и с традициями оленных стел в Восточной Европе. Исследователи полагают, что киммерийцы пришли в Причерноморье с территорий, прилегающих к Алтаю и Южной Сибири, или села территории северо-западного Китая и Монголии. Зафиксировано проникновение киммерийцев и дальше на запад, на территорию современной Румынии и Болгарии. Огромное расстояние ставит под сомнение такие миграции, но вспомним, что такой же путь проделали скифы, сарматы, венгры, гунны, авары и монголы, а тахары даже дважды из Азии в Европу и обратно. Но если карасукская культура близка киммерийцам, да более ранее срубная, стала для них предковой. Широколицые крупные европеоиды степной зоны от Дуная до Урала. У них зародилось коневодство, военизированное общество, и уже из них отделились иные группы. Интересный след оставило имя киммерийцев в русском языке. Посредством аланского гемир, что означало великан, исполин, оно перешло в русский язык в слове кумир, истукан, идол. Учитывая, что люди срубной культуры были рослыми, даже по современным меркам, большой рост киммерийцев мог быть реальностью и впечатляющим фактором для современников. Важную роль в жизни киммерийцев играли контакты с населением Центральной Европы. Так, общей чертой ряда киммерийских памятников первого периода является присутствие столовой посуды с чертами керамических традиций Гальштата. Гальштат – это археологическая культура раннего Железного века, расположенная на территории Центральной Европы и на Балканах, где античные авторы размещали кельтов и иллирийцев. Был ли это простой обмен, кровное родство, уже не узнать, но до XIX века европейские авторы часто именовали кельтов киммерийцами. С точки зрения большинства историков, киммерийцы были ираноязычным народом, родственным скифам. Но есть и альтернативные мнения. Согласно одному из них, киммерийцы относились к арийской общности, когда она еще не разделилась на иранскую и индоарийскую ветви. Скотоводы Южной Сибири в Европе быстро превратились в кочевников, которые на телегах везли имущество, а сами передвигались на лошадях без стремян, в военное время, становясь легкой конницей, вооруженной луками, кинжалами и копьями. Местное население, преимущественное пешее, с тяжелым и неуклюжим вооружением, заметно проигрывало пришельцам. О киммерийских грабительских набегах свидетельствуют погребальные комплексы, сопровождающиеся типичными киммерийскими бронзами. Поселения со следами разрушений и находками наконечников стрел киммерийского типа из Моравии и Нижней Австрии, а также, возможно, укрепленные поселки в Западной Венгрии и Юго-Восточной Австрии. Распространение верховой езды у ранних кочевников означало, что мобильные, хорошо подготовленные военные отряды могли сопровождать торговые экспедиции и миграции. В это время кочевнические группировки получили возможность оседать в богатых ресурсами местах, заселенных представителями других этносов. Вероятно, миграции киммерийцев имели вид таборного кочевания с незамкнутым циклом перекочевок по типологии Вайнштейна. В итоге зоной интересов киммерийцев стала степь от Венгрии до Волги, с опорными базами на Карпатах, в Крыму и Северном Кавказе, где особенно многочисленны находки, а также распространены колесницы характерного вида, неизвестные нигде более. Этноним киммерийцы впервые был зафиксирован одновременно на двух языках – древнегреческом, гомером и аккадском.
Во всех древнегреческих и древневосточных источниках киммерийцы описываются как кочевники, живущие войной. Геродот четвертую книгу истории Мельпомена посвятил Северному Причерноморью, скифам и народам Таврики, упомянув среди них кочевников-киммерийцев. Пересказывая легенду о происхождении скифов, он описал историю киммерийского народа, покинувшего свою страну в результате междоусобицы и под натиском воинственных скифов. Существует еще и третье сказание, ему я сам больше всего доверяю. Оно гласит так: кочевые племена скифов обитали в Азии. Когда массагеты вытеснили их оттуда военной силой, скифы перешли Аракс и прибыли в Киммерийскую землю. Страна, ныне населенная скифами, как говорят издревле, принадлежала киммерийцам. С приближением скифов киммерийцы стали держать совет, что им делать пред лицом многочисленного вражеского войска. И вот на совете мнения разделились. Хотя обе стороны упорно стояли на своем, но победило предложение царей. Народ был за отступление, полагая ненужным сражаться с таким множеством врагов. Цари же, напротив, считали необходимым упорно защищать родную землю от захватчиков. Итак, народ не внял совету царей, а цари не желали подчиниться народу. Народ решил покинуть родину и отдать захватчикам свою землю без боя. Цари же, напротив, предпочли скорее лечь костьми в родной земле, чем спасаться бегством вместе с народом. Ведь царям было понятно, какое великое счастье они изведали в родной земле и какие беды ожидают изгнанников, лишенных родины. Приняв такое решение, киммерийцы разделились на две равные части и начали между собой борьбу. Всех павших в братоубийственной войне народ киммерийский похоронил у реки Тироса, могилу царей там можно видеть еще и поныне. После этого киммерийцы покинули свою землю, а пришедшие скифы завладели безлюдной страной. И теперь еще в скифской земле существуют киммерийские укрепления и киммерийские переправы. Есть также и область по имени Киммерия и так называемый Киммерийский Боспор. Спасаясь бегством от скифов в Азию, киммерийцы заняли полуостров там, где ныне эллинский город Синопа. Известно также, что скифы в погоне за киммерийцами сбились с пути и вторглись в Медийскую землю. Ведь киммерийцы постоянно двигались вдоль побережья Понта, скифы же во время преследования держались слева от Кавказа, пока не вторглись в землю медян. Так вот они повернули вглубь страны. Это последнее сказание передают одинаково как эллины, так и варвары. На Кавказе киммерийцы усвоили обработку железа и попытались внедрить его в свое вооружение. Так они стали обладать передовым вооружением для ведения конного боя. Мобильные всадники, вооруженные дальнобойными сигмовидными луками, могли обстреливать противника с безопасного расстояния, изматывая его перед началом рукопашного боя. Согласно вавилонским хроникам, киммерийцы во главе с царем Тиушпой совершили неудачный поход на Кушехну в верховьях Тигра. Они были разгромлены ассирийским царем Асархадоном, а царь Тиушпа погиб. При этом отмечается, что в этот же период киммерийцы составляли часть наемных войск Ассирии. Затем киммерийцы в союзе с Ванским царством разгромили государство Фригия в центральной части Малой Азии и разрушили его столицу, город Гордиан. Знаменитый фригийский царь Мидас то ли был убит, то ли покончил жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен. Киммерийцы приняли участие в войне Мидии и Ассирии, став наемниками одних, из-за чего вторая сторона призвала на помощь скифов. Скифы разбили киммерийское войско, возглавляемое царем Тугдами, которого Плутарх называл предводителем самой воинственной части киммерийцев, и его сыном Сандакшатрой. После разгрома киммерийцев ассирийские источники о них больше не упоминают, то есть они перестали восприниматься Ассирией в качестве серьезной угрозы. Известно также о первых столкновениях киммерийцев с греками, города которых находились к западу от Лидии или входили в ее состав. Киммерийцы сумели разграбить некоторые греческие города, такие как Магнесия на Меандрии и Ефес. Почему киммерийцы ушли? Вероятно, народ понес большие потери и под давлением скифов был вынужден отступить на запад, к дружественным кельтам. Помимо этого, постепенный рост засушливости климата вынуждал отдельные группы киммерийцев переселяться в районы, которые в меньшей степени пострадали от понижения уровня общей увлажненности, так как находились в зоне с положительным балансом влаги. По Геродоту пришедшие из-за Волги скифы напали на киммерийцев и вынудили их оставить родные степи.
Исход киммерийцев, преследуемых скифами, проходил вдоль Черноморского побережья Кавказа. Возможно, имела место настоящая война со скифами уже на их родине, но близость народов затрудняет понимание границ конфликта. Языковая и культурная близость между пришельцами-скифами и аборигенным киммерийским населением объясняет, почему появление скифов в Северном Причерноморье невозможно проследить археологически. Одни иранские кочевники-коневоды сменили других. Вероятно, значительная масса киммерийцев просто приняла скифские имена и порядки. Применительно к скифам все это тем более понятно, если вспомнить, что по Диодору скифы были довольно малочисленными, и, возможно, тоже имел в виду Геродот, заявляя, что, собственно, скифов мало. Слова древних историков подтверждаются данными современной антропологии. Черепа скифов совсем не отличаются от черепов людей с рубной культуры, поэтому Дебец считал маловероятным, чтобы в Причерноморье пришла значительная масса скифов. Аристотель в IV веке до нашей эры сообщал, что некие киммерийцы существуют в районе города Антандр, у Адрамитского залива. Скорее всего, это были какие-то потомки киммерийцев, сгруппировавшиеся в этом месте. Часть киммерийцев была разбита скифами, часть вытеснена в Малую Азию. Часть осталась в Северном Причерноморье и на Северном Кавказе, ассимилировавшись со скифами и местными народами. К началу греческой колонизации Северного Причерноморья в VI веке до нашей эры киммерийцы перестали существовать как этнос, смешавшись с другими народами. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.